Привет, привет! Сегодня в Сеуле 36 градусов. Наверное, когда я опубликую это видео, будет уже 32, но обещают, что жара продержится чуть ли не до конца августа, а потом еще и в сентябре будет жарко. Куда я приехала? Ну, шутка, конечно, я люблю жару. Но 36 это уже немного чересчур. В сегодняшнем видео я буду рассказывать, как несложно догадаться из заголовка, про странные корейские тренды. Сначала я хотела назвать их непонятными корейскими трендами, но потом я поняла, что некоторые из них я понимаю и уже делаю так же. На самом деле даже не тренды, потому что все-таки тренд это мода, это скорее какие-то такие вещи, которые делают все корейцы, потому что им это не кажется чем-то странным, но в то же время тоже для европейца, ну и по крайней мере для русского человека это просто нонсенс. Их 8, потому что я не придумала еще 2, и должно было быть 10, но рассказывать про вот такие вот цветочки на голове, которые я видела, может быть, 3 раза за все время в Корее, это слишком странно, а какие-то вещи типа воздушные челки, они и так везде, и в этом нет, в принципе, ничего для меня такого уж прям удивительного. Да, сегодня я буду рассказывать вам о трендах, имея прическу, как у, ну, не то 5-летней девочки, не то Харли Квинн. А мне нравятся хвостики. Но для начала я хочу поговорить даже не о каких-то конкретных вещах, а о том, как вообще работает мода в Корее. Потому что это, наверное, самая удивительная для меня вещь, она настолько удивительно отличается от того, что можно видеть там в России, допустим. А именно, Корея, во-первых, подвержена так называемый speed fashion, не знаю, дошел этот термин уже для России, в каком виде, но, в общем, это быстрая мода, то есть, когда тренды сменяются в течение одного сезона, и реально в один сезон все носят одно, а через 3 месяца носят вообще другие вещи, не узнать. И второе, это то, что в Корее реально мода это что-то, что знают все. Ну, то есть, молодые люди в 90% случаев знают, какие тренды сейчас в моде, и одеваются соответственно. Что я имею в виду? Если сейчас в моде какая-то прическа, допустим, ее показали в дораме в какой-то известной, или просто вот так вышло, каждый третий носит эту прическу. То есть каждая третья девушка носит, допустим, каре, если это в моде, и каждый там третий парень носит одну и ту же вообще прическу. Вообще у парней прически обычно 2. Это, кажется, это называется undercut, какое ужасное слово. То есть, когда вот тут вот волосы, а здесь брито. Не знаю, понятно ли, что именно. Я выложу фоточку. И примерно, в общем-то, точно такая же прическа, но когда она еще вот здесь вот, когда еще вот здесь вот уложена, короче. Вот как-то так. Вот так. То же самое относится к макияжу, к помаде. Где-то я читала, что когда вышла дорама «Человек со звезды», по-корейски «Бёресо он гиде», то у главной героини там был какой-то определенный цвет помады, какой-то определенной марки, ее буквально раскупили просто чуть ли не за день, после того, как вышел эпизод с этой помадой. То есть, и это относится не только к этой конкретной дораме, просто это случай, про который я прочитала, а так это, по-моему, случается все время можно видеть постеры с персонажей каких-нибудь дорам, вот, смотрите, они носили вот эту вещь, и вы наденьте, они ходили в этот ресторан, и вы пойдите. Вот такая увлеченность модой, такая увлеченность трендами для меня действительно удивительна. Я никогда не видела, чтобы настолько поголовно следовали моде в России. То есть я никогда не интересовалась модой, и в Москве я никогда не знала, что сейчас в моде. Потому что невозможно по людям в целом понять. А вот в Корее ты всегда знаешь, что в моде, потому что каждый третий одет по моде. Ну а теперь перейдем, собственно, к моим пунктам. Они разные, на самом деле, по значению, и некоторые из них странные, а некоторые из них менее странные, некоторые более распространены, а некоторые менее. У меня вот здесь список в телефоне, я в нем буду смотреть. Ну, во-первых, мой любимчик — это бигудя на челке в общественном месте. То есть берется челка, у меня нет сейчас челки на там, но не суть. Берется розовая бигудя, обычная такая розовая, накручивается на челку и идется гулять. Я все еще не понимаю, то ли это ты, когда идешь в какое-то неважное для твоего стиля место, ты просто накручиваешь челку, чтобы потом она была у тебя красивая и воздушная, когда ты идешь на свидание. Или это просто так читается мило. Впрочем, я видела как минимум одну девушку на свидании с такой штукой. Я все еще не понимаю, даже не знаю, как спросить, чтобы не оскорбить человека. Второе. Белые носки с черными туфлями-лодочками.
То есть надевается юбка-карандаш, надеваются обычные черные туфли-лодочки и белые кружевные носочки. Хлопчатобумажные, не хухры-мухры. Парадоксально, но выглядит очень мило, действительно. То есть, когда я первый раз услышала об этом, я подумала, что? А потом я несколько раз увидела девушек, которые так одеты на улице, и это действительно миленько смотрится, и на ногу, наверное, не натирает. Эх. Теперь я даже сама подумаю, может, белые носки купить. О, это тренд прошлого сезона на самом деле, но все еще он остался. И интересно просто о нем рассказать. Реально, весной все так ходили. То есть, вот, по-моему, каждый второй человек был так одет. И даже сейчас я иногда вижу людей, которые так одеты. Видимо, кто меньше заморачивается с модой и уже купил вещь и не хочет ее выбрасывать. Или, может быть, просто когда будет попрохладнее, опять так оденутся. Это такая кружевная маечка, похожая на бралет, кажется, так называется, которая надевается поверх другой кофты или рубашки. Ну вот как-то вот я выложу фотку. То есть это придает действительно женственности девушке и подчеркивает ее талию. И в принципе, вот, поскольку маечка обычно черная, она очень красиво смотрится. И вот такой интересный переход получается, как когда корсет надеваешь, примерно тот же эффект, но только без утяжки, конечно. Мне очень нравится, но есть одно но. Иногда эти маечки выглядят как ночнушки. То есть вот есть такие шелковые ночнушки, кружевные. И вот я видела не раз, не два, когда девушка была вот такой маечке, которая выглядела как ночнушка. И она была надета при этом поверх рубашки, как будто, или поверх кофты, как будто это, ну, модный аксессуар. Я до сих пор не понимаю, был ли это такой спорный дизайн у этой вещи, или это правда была ночнушка, которую, ну, несколько неправильно использовали. Этот пункт особенно мне близок к очкарику. Но я ношу очки большую часть времени, я редко вообще ношу линзы. А вот корейцы имеют такую интересную тенденцию надевать очки без линз. То есть, с одной стороны, если у тебя плохое зрение, то ты, вероятнее всего, будешь носить линзы, а не очки. А очки считаются не круто, я даже знаю людей, которые, допустим, перейдя в университет, сказали, надо менять имидж, буду носить только линзы, не буду больше носить очки. Но в то же время, если у тебя даже хорошее зрение, ты можешь купить такие круглые, как у Гарри Поттера, очки без линз, с тонкой оправой, или даже, может быть, с толстой. Я видела даже роговые оправы без линз. Надеть их и пойти. Первый раз, когда я увидела человека с такими очками, я была просто в шоке. Потому что я смотрела на него и не видела бликов в стекле. И я уже думала, что это за волшебные очки, в которых не бывает бликов. Может быть, мне тоже такие нужны. А потом он сказал, что там нет линз, когда я спросила. С одной стороны, я понимаю, что очки подчеркивают форму лица и глаза подчеркивают, выделяют их. Но с другой стороны, это же неудобно, ребят. Я бы не носила бы очки, если бы могла бы. Из трендов, о которых знают все, но о которых, возможно, этот конкретный факт знают не все, я хотела бы упомянуть эгиосаль. Для тех, кто не знает, эгиосаль — это, по сути дела, мешки под глазами, которые, по мнению корейцев, придают лицу такую милость, кавайность, или по-корейски эгё. У многих актрис, имен которых я не знаю, есть такая штука, и у актеров тоже. Вот у нее, и у него, и у нее тоже. Правда, имен не знаю. Ну и когда я первый раз услышала об этом тренде в Корее, еще не видела этого ни разу, то я подумала, что за фигня? Ведь на нашей стороне земного шара все, наоборот, хотят избавиться от мешков под глазами. А в Корее при этом, наоборот, все любят этот самый эгиосаль. Все хотят его иметь, ну не все, конечно, но многие, особенно девочки. И даже делают операции пластические, когда тебе вот, ну, под глаза либо жир выливают, либо какой-то имплант вставляют. Но на самом деле, вопреки здравому смыслу, который могут подсказывать вам, что мешки под глазами это ужасно, в случае с азиатами это не так. Я нахожу, что действительно люди с эгиосаль смотрят очень миленько, которые никогда не улыбаются. И сами корейцы говорят, что эгиосаль придает лицу такую улыбчивость, живость. Но рассказать я на самом деле хотела не про эгиосаль, потому что мне кажется, что слышали про него, по-моему, все, кто интересовался когда-либо Кореей. Я хотела бы рассказать про то, что на самом деле есть люди, которые рисуют себе эгиосаль. И вот это уже на самом деле интересно. Потому что, по сути дела, берется, допустим, черные тени, и под глазами, если там, ну, хоть что-то есть, вот не как у меня, а когда там есть хоть немножечко жирочка, ну, то есть кожи, наверное, то под ней рисуется черная полосочка, потом еще, все это тщательно растушевывается, и вперед! Ну, то есть иногда это выглядит плохо, когда человек не очень старался растушевать все это, и вместо такого ощущения, что он там есть эгиосаль, получается очень явная полоса под глазом, которая понятно, что должна обозначать, но выглядит совсем не так и вообще ни разу не мило. Итак, тренд, который бесит меня больше всего, это тренд этого сезона, и это вьетнамки! Вьетнамки надеты
в город, в которых ты бодро рассекаешь по Сеулу, когда ты мужчина и ты в брюках и, возможно, даже в рубашке, это не то, что я могу понять. Вообще, я считаю, что вьетнамки идут только для пляжа и для бассейна. Даже если это какие-нибудь клевые кожаные вьетнамки, все равно не... Нет, короче говоря. Особенно здесь почему-то пользуется популярностью бренд, который называется Birkenstock. Вьетнамки этой фирмы выглядят как-то вот так. И реально носит их, по-моему, каждый третий человек. То есть ты идешь по Хонде и все время видишь там людей в этих вот Биркенштоках. Это вот что-то удивительное и странное для меня. Вот я до сих пор не могу понять, зачем, почему. И очень надеюсь, что к концу лета этот тренд вымрет, как это обычно случается в Корее. Но мне может не повезти. Предпоследняя вещь, которая изначально вызвала у меня просто глубочайшее неприятие. Вот никак я не могла вот даже смотреть на это без боли. А сейчас настолько привыкла, что сама легко так делаю. И это кроссовки с платьем. Причем это не аккуратные маленькие такие кроссовочки для зала черного или белого цвета со спортивного вида платьем. Теннисным, допустим. Нет, 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 нет. И это обычные кроссовки, яркие, цветные, допустим, Nike или Adidas. Какими-нибудь там зелеными вставками или голубыми вставками, или еще лучше розовыми вставками. И элегантное девчачье платье. Две вещи, которые вот ну никак не сочетаются в таком конвенциональном представлении о сочетании обуви с верхом. Но кореянок это не останавливает. Кореянки, как ни странно, за удобство в этом смысле. То есть, конечно, ни одна корейская девушка не пойдет в кроссовках на свидание, я думаю. Но на работу, на учебу, просто по каким-то делам так ходят все. То есть реально идешь по улице, и каждый третий человек идет в кроссовках с платьем. Ну или с юбкой. И вот реально сначала это вызывает просто безграничное непонимание, а потом со временем ты привыкаешь. И сам не замечаешь, как ты сам начинаешь думать. А чё не надеть мне кроссовки с этим элегантным платьем? Удобно же. Ну правда ведь удобно. Я борюсь. Наконец, последнее, это не столько, это вообще ни разу не тренд, но это просто ужасно смешная для меня личная вещь, которую я видела в магазинах, и даже на людях. Это вот такая футболка. Узнаете ее? Да это же Саша Грей! Я не подозреваю, что причина того, что люди реально надевают и продают, в принципе, эти футболки, в том, что они не понимают, кто это и какую очень прозрачную отсылку дает эта футболка. Я так понимаю, что это люди, которые имеют ни малейшего понятия, кто это, и для них это просто лицо с надписью Love. Ну здорово же! Так, ребята, спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Не забывайте ставить лайк. И если вам было это интересно, то посмотрите другие видео на моем канале. И, возможно, подпишитесь. Ну, собственно, почему бы и нет. Я буду стараться публиковать видео почаще и повеселее.